Ебать. Как так, нахуй? Я не знаю, может быть... Да нет. Ну, подожди. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня на канале у нас разбор а, реставрации Mercedes CLK. Посмотрим, как соберут, как разберут. Поехали. Есть только одна фара. А, И что это такое? Это шпаклевка? Или это молдинг туда закопали? Ну, наверное, шпаклевка. Шпаклевка, да. Шпаклевки 34 килограмма, но открывается с ключа. В салоне все... А, вон фара есть, вторая фара. Здесь как будто забыли консоль полностью собрать обратно. А может быть, разбирали ее. Моторчик выглядит неплохо. Что он там посмотрел? Шланг, да? А, нет, ремень. А, ремень. Ремень. Ну, видимо, не одет. Там что-то сняли, может, с нее. Поехали. Тяжелая машина. Ну, по весу, я имею в виду. Так. Мойку. Защиту сняли. Снимают патрубки, видимо. Сначала будут заниматься мотором, я так понимаю. Датчик ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха. Глушитель гнилой. Возможно, только внешне, может быть, внутренне-то он и неплох. Так. А как-то он так криво висит, ну-ка. А, это окажется из-за бампера, то, что бампер на боку, поэтому кажется, что машина криво висит. Так, а что там было? Это что, аккумуляторная клемма? Это что, аккумуляторная клемма или что это выглядит? Ладно, посмотрим. Ну, там, по идее, гайка должна быть. Но выглядит как аккумуляторная клемма, как будто там стоит. Да. Тут гайка, а там аккумуляторная клемма. Четко. Откручивают амортизаторы. А, пускать будут с подрамником, значит. Раз они амортизаторы открутили. Сейчас с подушек открутят. Не с подушек, ну да, с верхних подушек получается. Нет, прям подрамник откручивает. Да, прям подрамник откручивает, вместе с подрамником будут опускать. Во. Так, мойка. Катушки зажигания. V-образная шестерка. Мотор. Генератор снимает.
Стартер. Стартер снят. И отделяет от подрамника двигатель. Сняли его с подушек. Пошла разборка. Так. Коробку сняли. Проводку двигателя сняли. Впускной коллектор. Внизу вода. Интересно, или вода, или бензин. Шкив колена. Не откручивается. Решили взять побольше. Шуруповерт побольше решили взять. Так. Отломали ударный переходник. Открутили. Очень горячий, я уверен. Выпускной коллектор сняли. 2. Так, маховик выглядит неплохо. Ну, вроде все нормально с ним. Так. Ролики. Насос гидроусилителя рулевого. И переднюю крышку. А, нет, это помпа. Пока только помпа. Помпа там, видимо, имеет люфты, поэтому он там показывает. Помпа. Сейчас посмотрим. Блин, там было, да? Да, она, видите, цепляет за корпус. Это значит, что она уже либо кривая, сам шкив кривой, либо люфт появился дополнительный, и он цепляет за корпус. Клапанную крышку вскрываем. Так, рокера. Распредвал. Они откручивают головку. Видимо, чтобы посмотреть, что там с поршнями. Так. Поддон. Сетка, да? Или что это? Ага. Сетку достали от масляного приемника. Так. Цепь усиленная. Блин, на всех Мерседесах хорошие цепи были раньше. Так, задний сальник коленвала. Кольца подустали. Ой, кольца вкладыша. Ну и колечки, наверное, тоже из этих самых соображений снимают. Здесь все в порядке вроде.
Клапана, ну, выглядят как рабочие на самом деле. Обратно прикрутили подрамник, чтобы катать ее. Ну и дальше, видимо, разборка салона, да. Разной грязи полно. Задние сидушки снимают. Показывает, что мокрая. В чем мокрая? А, там воды дофига. Протекает крыша, судя по всему. Так. Карты дверей. Ремни безопасности. Это динамик. Бардачок снимает. И консоль. Пока скучно. Ничего такого интересного не было видно. Так. Ковролин тоже снимает. Бабки зарубил. Так, здесь блоки комфорта какие-то стоят или еще что-то такое. Грязно. Провода для усилителя, что ли, или музыкальные какие-то провода. Так. Ну, отсоединяет подрулевые всякие кнопки. Блок предохранителей. Обшивку, собственно, снимает. Так. Все. Машина разобрана. А, они ее шумкой хотят обклеить. Ну, шумкой это очень хорошо. Подожди, новую или старую? Так, колесо. Что-то я запутался, что он там снимает. Это... Так. Сейчас снимает крышу, по сути.
И механизм открывания крыши. С мотором, со всей ерундой. То есть крыша электрическая была. Поднимает резинку с верхней вот этой панели. И зеркала снимает. Здесь была просто, я так понял, замазана шпаклевкой резинка. Как будто бампер привезли. А зачем бампер снимали? А что с бампером-то не так? Не покажет, видимо. Так, ну 2 бампера привезли. Причем этот как с какими-то сетками. Пороги снимает пластиковые. Так. Двигатель разобран. Погружают их в жидкость. Ну, бензин или что там. Новые вкладыши ставят. Колено. Так. Все, от руки крутится. Вообще молодцы. Так, поршня. По-моему, даже новые поршня. Новые, да. Новую цепь. А что там помешало ему? Хомутик? Так. На старые болты закручивает. На самом деле люблю, когда новые болты на закручивание. Потому что эти уже потянуты. Не провернул, не затянул, не показал. Полуподдон и поддон. Датчик уровня масла. Так. Пустой коллектор поставили, генератор. Свечки выкинули. Видимо, может быть... проверяет. Проверяет компрессию. Снимает обратно подрамник. Сейчас будут ставить двигатель на подрамник, видимо. Или нет, или менять амортизаторы. Да, меняют амортизаторы на старые пружины.
Все собрано отлично. Выпускной коллектор. На металлическую прокладку, слава богу. Маховичок. И коробку. Пока нету никаких проблем. Вроде все как надо. Кроме затяжки головок блока. Но тут пока неизвестно. То есть они все приделали обратно. И вместе с глушителем поднимут, да? Закручивают. Так. Сел аккумулятор. Так, карданный вал. Патрубки подключает топливная магистраль. Масло трансмиссионное наливает. Почему-то. Я же правильно понял? Потому что они, наверное, в коробку это заливают. Сейчас, видимо, в двигатель будут заливать. А в двигатель будут масло заливать? Алло, блин. Хрен знает. Ну, красное масло в двигателе. Ну, может быть, у них масло такое, конечно. Да нет, они в коробку это масло заливали, скорее всего. О, розовые суппорта. А клемму будут с аккумулятора снимать? Что за клемма? Давай загуглим. Гайка. Ступицы. ЦЛК. 240. Ну, как бы гаечка, типа, должна выглядеть плюс-минус вот так. Вот так должна выглядеть гаечка. Вот. Мы видим здесь клемму от аккумулятора, затянутую на приводе. А, он так и поставит? Серьезно? Ладно. Да, он так и ставит. Да-да, с двигателем все отлично. У вас колесо нахуй там уедет сейчас. Ебать. Как так, нахуй? Я не знаю, может быть... Да нет. Ну, подожди. Раз, здесь понятно. Причем ступица отвалится нахуй, скорее всего. Да, Мерседес, походу, разъедется в разные стороны у него после сборки. Но это не важно, главное красота автомобиля. Так, сошкуривает
зачищает даже, я бы сказал, то, что тут нахуячили. Бля, как так? Вот это вот что такое за хуйня? А у них, подожди, у них с обоих сторон такие гайки, что ли? Блять, есть где-то с правой стороны? Может быть, раньше такие гайки были, конечно, но я что-то очень сомневаюсь. Во-первых, это пизда как неудобно. Нет, там гайка стоит, по-моему. Не знаю, надо смотреть. Плохо видно, как обычно. Так, ладно. Стоп. Вот здесь такая гайка, как вот я показывал за гибоном. Ладно. Передняя. Задняя. М. Ну, тут как надо гайка стоит сзади. Ставить гайку. Вот. Стоп. На правом такая же. Может быть, это специально для регулировки. Я не знаю, такого не видел, конечно, но вот. Ну-ка, стоп. Что это такое? Угу. Понятно. Это, оказывается, это для регулировки. Вот эта вот гайка, она с креплением, она не затягивается. Все, я тут, ну, немножечко чекнул на всякий случай. Это для регулировки. В случае, если обычно на автомобилях спереди стоят подшипники цельные. То есть вот ты снимаешь ступицу, вставляешь туда подшипник, ну, запрессовываешь, и запрессовываешь в этот подшипник еще и ступицу. То есть на кулак, в кулак запрессовываешь подшипник, и в подшипник запрессовываешь ступицу. В данном случае это игольчатые подшипники, которые регулируются. И вот эта гайка, она не... Ну, то есть обычно ты, когда, так скажем, на подшипник запрессовал ступицу, ты затягиваешь ее гайкой, привод гайкой, и все. То есть ты затягиваешь ее определенным моментом, и все, и там ничего не регулируется, там не надо ничего регулировать, потому что вот есть подшипник, все, если он износился, он там шумит, люфтит, его выбрасывают, ставят новый. В данном случае, если появляется люфт колеса, такой вот минимальный даже, вот эта гайка, она у нее откручивается
м, получается, вот, ну, затяжка, вот эта вот. Дайте получше, где получше покажем. Сейчас. Блин, где они тут колеса ставят? Короче, не суть. А, ладно, так и покажем. Капец, я по новой видео смотрю, чтобы найти просто это колесо, где вот он откручивал колесо, вот, стоп. Вот тут вот под торкс стоит болтик, который затягивает эту гайку на резьбе. Соответственно, для того, чтобы убрать люфт, ну, если он есть вдруг, вот такой вот люфт, вот когда колесо дергаешь, оно, ну, люфтит. Вот. Само по себе не, ну, там, не на шаровой, там, не на рычагах и так далее, а именно в подшипнике, когда люфтит, видно, это видно сразу. Вот эта вот гайка, вот эта вот часть вот, она откручивается, проворачивается по часовой стрелке немного, ну, то есть там, ам, грубо говоря, ты периодически подкидываешь колесо и проверяешь, есть люфт или нет. И вот так вот проворачивается и затягивается этой штукой. Все, тогда вопросов нет. Это регулировочная просто гайка для того, чтобы отрегулировать игольчатые подшипники, которые действительно регулируются. То есть это нормальная практика. Я думал, что тут обычные гайки стоят, которые просто фиксируются и все. Но тут не один подшипник, как в обычных машинах простеньких. Тут внешний подшипник, внутренний подшипник стоит. Ну, или момент на них регулируется. То есть получается, что а, в любой ситуации там почувствовал, что тебя там кидает куда-то или еще что-то, закатил, посмотрели, колеса болтаются или нет. Если болтаются, чуть потянули, это занимает там 5 минут, колеса скинули. Колпачок, здесь должен быть колпачок, потому что там внутри реальные подшипники уже. То есть не закрытого типа, а открытого. Поэтому сюда набивается смазка и закрывается таким колпаком. Вот там внутри ступицы, чтобы грязь не попадала. Ну и, соответственно, если не закрывать колпаком, это все раскидает по диску вот так вот, и все будет в говнище, блин, редкостное. Ну, тут, видишь, как бы без этого обошлось. Ну, на этом будем заканчивать. Разобрались, что я был неправ в начале, то, что там должна быть гайка, там должен быть именно такая регулировочная гайка. В целом, отличная сборка. Ну, реанимировали, да, действительно. Вопросов нет. А, по гайкам я понял, что там регулировочные подшипники, и просто эта гайка, она самозатягивающаяся. То есть она затягивает не подшипники, хотя подшипники она подтягивает, ну и сама фиксируется, соответственно, сбоку. В принципе, в целом вопросов нет, хорошая сборка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте досматривать до конца. Я, в принципе, пытаюсь разобрать все, что я вижу. Даже если я не прав, ну, я могу быть неправ, почему нет? Так что спасибо всем большое, всем пока.